Сестры, я вас всех поздравляю с наступившим 12-м годом. 12-й, помните, да? Ассоциации у кого-то какие, да? У кого-то конец света, у кого-то Евро 2012. И люди этого мира метутся. Многие народы замышляют тщетное. А у нас, когда бушует жизнь, одно твержу себе на память. Зачем мне унывать, имею я Христа? Что может у меня его отнять? Многие сегодня христиане встают с радостным сердцем, с бодрым настроением. Их естество, оно нормальное, потому что их будущее прекрасное, светло. Они надеются на Божью благодать. Люди мира сего подходят к зеркалу и говорят: деньги в мешках, а мешки под глазами. Голова болит, почему-то пьется холодная вода и руки трусятся. Но у христиан бодрость, они знают, что они спасенны, что они сегодня собираются вместе и прославляют Господа, благодаря, что порог Нового года Бог дал им переступить. Что этот год, он также имеет какие-то неизвестности, что-то ожидает нас, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас Господа. Этому учит нас Слово Божие, что все трудности, все неизвестности мы будем преодолевать силой нашего Господа. И мы вчера слышали много молитв, который говорит, что Бог отвечал нам. Сегодня такая тенденция у христиан, что это должно быть массово, что это должно быть на виду у всех. Братья и сестры, Бог не для того явился на эту землю, чтобы славу Вышнюю небес перед неверием беспечным здесь разменять на звон чудес. Не для того Он явился. Он явился для того, чтобы нас спасти. И этот день, он обычный день. Сегодня он серый, завтра, может быть, солнышко светит. То есть на каждый день Бог посылает все необходимое. И мы вчера слышали, что для жизни нам все доступно, для нашей жизни все дано, для жизни и благочестия. И апостол Павел говорит, что если это все вам дано, то покажите в вере вашей. И вот есть такая цепочка. Так как у нас первый год, у нас много пожеланий, мы друг другу очень много желаем. Желаем счастья. Хорошее желание? Хорошее. Желаем здоровья. Кто от него откажется? А ну-ка, когда нет здоровья, пойди на базар, купишь его? Нет. Береги здоровье, когда? С молоду. А когда видишь молодых людей, которые в такую вот погоду идут без шапки, идут легко одетыми, и вот когда тебе уже перевалил, как говорится, определенный десяток лет, думаешь, и я ж такой же был. То есть время, когда молодое поколение не слушает старшее поколение. Почему? Это признак последнего времени. Дети будут родителям непокорны. Но у детей Божьих есть постановление. Дети, повинуйтесь своим родителям. А повиноваться и почитать — это разные вещи? Или одно и то же? Разные вещи. Вот видите, в этом новом году мы поняли, что почитать и повиноваться — это разные вещи. Раньше говорили, что это одно и то же. Но мы с каждым годом становимся мудрее. С каждым годом Господь нас шлифует, приготавливает к встрече с собой. Год прошел, и мы ближе к вечности. Еще на год мы стали ближе к вечности. Еще на год мы стали ближе с нашим Господом. И начался год, и мы правильно сделали, что этот год мы с благодарностью, с хвалой нашему Господу собрались. И
И вот это воскресенье, которое выпало на этот Новый год, оно не просто так. Оно напоминает нам о том, что Господь любит нас, что по любви и милости Он спас нас, послал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы поверили, и мы сознаем, что среди этого бушующего мира Бог дал нам возможность покаяться. Дал нам возможность принять это спасение. Спасение совершилось. Оно совершилось в Иисусе Христе на Голгофском кресте. И мы слышали о том, что спасение стало нам намного ближе. Апостол Петр говорит, что со страхом, что делаете? Совершайте свое спасение. Значит, это процесс, который начался на Голгофском кресте, который всю жизнь работает в нас. И когда он завершится? Когда мы встретимся с нашим Господом, процесс нашего спасения будет завершен. И вот когда год приходит новый, то мы радуемся, что мы стали ближе к вечности. Что изменение, которое произойдет с нами, разделение, наше естество разделяется с домом, в котором мы живем, о котором писал апостол Павел, что хижина, которая разрушится, то мы встретимся с Господом. И это нас не страшит. И мы благодарим за это Господу, что через Свое Слово Господь нас укрепляет. И в пожелание я хочу прочитать всем нам место Священного Писания, первое послание к Коринфянам, 16 глава, 2 стиха, 13 и 14. Это как пожелание. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и тверды, все у вас да будет с любовью. Итак, пожелание. Все мы имеем веру. Какую мы имеем веру? Имейте веру Божью. Сегодня враг душ человеческих настолько поменял людей представление о вере, что люди, окружающие нас, говорят о том, что у нас вера православная, у нас вера католическая, там протестантская вера. То есть враг душ, он старается помутнить, чтобы у человека помутнилось понимание, сознание, и человек начинает присваивать к себе веру, забывая, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Одним словом, веру дает Бог. То есть вера зарождается в нас, когда мы слышим Слово Божие. Мы доверяем этому Слову, мы стараемся, мы поверили этому Слову. Слово о кресте. Для нас спасаемый. Сила Божия. То есть Слово о Боге, о том, что Бог хочет нас взять к себе. Чтобы мы были там, где Он. Он приготовил для этого место. Для того, чтобы это место мы заняли, Он отдал самое дорогое. В видимых знаках мы вспоминаем, что сделал для нас Бог в Иисусе Христе. И мы в это поверили. И здесь говорится о том, что мы бодрствовали. То есть, когда человек бодрствует, он понимает, он смотрит по сторонам, где приближающая опасность, чтобы свернуть. Праведник, когда видит беду, что он делает? Укрывается. Где он укрывается? Имя Господа крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Поэтому Слово Божье нас призывает к бодрствованию. Стойте в вере. То есть вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это определение веры. И каждый, который, как говорится, только вступает на путь христианский, ему предлагается это определение, чтобы человек знал, что такое вера. Осуществление ожидаемого. То есть человек ждет. И часто бывает, он томится, какие-то вот у него появляются сомнения. Для этого Слово Божие предлагает щит веры взять. То есть будет. Господь пообещал, Он верен, обещавший.
И Слово Божие нам предлагает стоять в этой вере. Будьте мужественны и тверды. Человек, который мужественный и тверд, ничто не поколеблет его, потому что он знает, он имеет твердые основания. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам в 1 главе, что я, как мудрый строитель, положил основания. Основание нас есть Иисус Христос. Но твердое основание стоит. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Все у вас да будет с любовью. Это хорошее пожелание. И в 13 главе качество любви, которое старается в нас сделать определенное действие. То есть в нашем русском языке это имя существительное. В оригинале это глагол. То есть это действие. И поэтому Слово Божие нас призывает к действию. Чтобы и мы в новом году действовали. Чтобы мы уповали на подаваемую нам благодать. И сегодняшний день, когда мы вспоминаем страдания нашего Господа, мы размышляем, как дорого мы Ему достались, что действие Его любви, Его любовь, она произвела определенные действия. Господь Иисус Христос, апостол Павел повторяет пророческие слова, говорит, что «иду исполнить волю Твою». Или многие говорят, что автор послания к евреям, что Господь исполнил волю Божию, как написано в книжном свитке. Поэтому это действие, это любовь Божья. И хлеб, который мы вкушаем, имеет особое значение. Это приобщение к телу нашего Господа. И чаша приобщение к Его крови. То есть одно целое Бог предлагает нам стать с Ним одним целым. Поэтому нам сегодня будет еще возможность в этом году очищаться, освящаться. Освящение Божие – это в чем заключается воля Божия к нам. То есть Бог хочет, чтобы мы еще отделили себя, и это действие, это процесс, в котором Господь будет помогать нам. Аминь.